слезы, исповедь у меня была такая сильная. Просто вот я осознал, что каждый мой жест, моя мимика, каждое мое слово, что бы я ни говорил кому, я понял, что это вообще не я говорю. Я понял, что я просто актер. С каждым человеком определенная роль. Ну, то есть это, ну, не просто это принять. Наконец-то я увидел, какое сильное эго, как это все. Я же с этим живу, это внутри меня, ё-моё, да как так? Как это вообще? Как вообще все люди вот так живут и не замечают этого? Просто начинаем понимать. Мы понимаем, что мы даже друг с другом общаемся в этих масках. Что мы друг с другом не бываем честны порой. Потому что мы сами с собой не умеем быть честными. Привет, зовут меня Александр, 34 года, я из Москвы. Проживаю в Москве в последнее время. А что привело тебя на ретрит? Как ты сюда попал вообще? Ну, вообще началось с практики тишины, говорю, с интенсива в Москве. Потом был интенсив в Сочи, потом онлайн-клуб, и вот на ретрит попали. Вот, То есть ты здесь с женой, я так понимаю, правильно? Ну да, мы вдвоем. Ну, она первая начала. Вот. Ну, как бы влюбились мы в школу одновременно, можно сказать. Она просто первая начала, я там по некоторым причинам у меня не вышло. Вот. Следующий вопрос. А какие у тебя ожидания были от ретрита? То есть что тебя притянуло? Вот? Ну, вообще я хотел какой-то чистки. Я понимал, что, так-то ожидание, конечно, одно. Я понимаю, к чему мы идем. Как бы осознание приходит того, что как бы куда нужно вообще, вот, куда тянет с детства, куда тянет сердце. Вот, но ожидания были, наверное, вот именно те, которые, в принципе, оправдались. То есть глубокие чистки, понимание, осознание, вот это вот как раз и было. А расскажи, как прошел сам ретрит? Что интересного было? Ну, обязательно должен отметить организацию, как все сделано, вот, с такой любовью, с настоящей любовью, так все искренне, все дружно. Это вообще без внимания нельзя оставить. Вот. Вот. Организационные вопросы. Ну и вообще, конечно, все условия созданы для внутреннего роста. Это вообще ни с чем не описуемо. Начиная вообще от молчания, от того, как все сделано, то есть вот как идет единение, как работает с командой, идет взаимодействие, даже всякие простые мелочи. Я уже сталкивался с этими упражнениями, потому что практикую уже не первый месяц, но вот эти обсуждения в кругах, различные практики, которые мы делаем, и как все вот это организовано, и как оно действует, вот это действительно на высшем уровне. Ну и плюс саму практику углубиться получилось гораздо дальше. То есть все это прочувствовать, глубину, вот это единение с командой. То есть те энергии, которые вот, просто они, не на словах, конечно, описываются, а вот, очень-очень глубокие. Вот. Очень много разных инсайтов и опытов таких микро. То есть состояния меняются. Получается, что режим такой, что никогда не отдыхаешь, все время в работе, все время в труде. Труд, конечно, колоссальный, то есть не просто проделать. Вот. Было сложно. Сложно, слезы, исповедь у меня была такая сильная. Просто вот, на самом деле впервые в жизни вот исповедовался. То есть исповедовался, просто был я и Бог наедине. Просто я смотрел в небо, я так, из меня все вышло. Конечно, это не все, но этого было много. Вот. Очень сильно, мощно. Вот. Что еще хотелось бы отметить? Наверное, вообще слаженную работу инструкторов. Это вообще и ту силу, вот тот свет, который они дают, как это все чувствуется. Это многого стоит. Конечно, учитель, это вот я почувствовал, мы как раз это с закрытыми глазами были в этот момент. Вот, когда он зашел, пространство вообще поменялось просто в корне. У меня слезы потекли. Я не знаю, прям
Но я еще не знал, я просто почувствовал, это, что очень сильно изменилось. Вот. Потом уже, когда он в микрофон взял, уже голосом заговорил, думаю, тогда как бы стало понятно, что он действительно пришел. Как бы, и вот такое первое знакомство было очень такой с плотного сгустка света. Ну, то есть этот момент был с закрытыми глазами как раз, и оно очень ощутилось, потому что вроде бы с закрытыми глазами темно, а тут стало светло, по-особому светло. Вот. Здорово. Что еще А сказать? какие еще были, ну, может быть, трудности на ретрите? Трудности были практически каждый день. Ну, то есть состояния действительно меняются так быстро. То есть 5 минут назад ты счастлив, хочешь этим счастьем делиться. Буквально еще проходит 5 минут, и уже хочется реветь, рыдать, там, плакать. Ну, очень психофизика, конечно, работает. Очень было сложно, иногда были бессонные ночи. Но это не просто так пойти, там, я не знаю, на рыбалку сходить или куда-то. Это действительно сложный труд, работы с собой, которого просто так где-то в социуме не проведешь. Да и вообще я не знаю, где проведешь. Просто у меня довольно-таки долгий какой-то там путь к этому. То есть были какие-то различные там опыты, практики, там что-то как бы, имея представление об этом, вот. И то, что здесь происходит, как бы, такого заряда и такого вообще очищения и знакомства с самим собой, как бы, я не знаю, где еще можно такое получить. Какие, может, у тебя осознания были вот сегодня, например? Да, сегодня вот я рассказывал, уже ретрит закончен, не спал опять ночь, проревел, и вообще у меня куча образов пришло. Но я сегодня осознал, что, что каждый мой жест, моя мимика, каждое мое слово, но сейчас я как-то искренне говорю, а так, когда отвлекаюсь вот немножко от этой осознанности, в принципе, это 99% моего дня с утра до ночи, что бы я ни говорил кому, я понял, что это вообще не я говорю. Я понял, что я просто актер. Я понял, что я постоянно какие-то роли играю. С каждым человеком определенная роль. То есть я быстренько в гримерку вернулся, там у себя там подкрасился, типа, и вышел уже с другим, вот так вот поговорил. То есть это, не просто это принять, потому что когда личность умирает, вот она таким образом, это очень глубоко, то есть я поэтому, и перегрузка своего рода какая-то, то есть, головные боли, и это принять тяжело, реально принять тяжело. То есть я уже с утра иду, вот у нас подъем, я иду на утренние занятия сегодня, я понимаю, что я глазом не моргнул, а мне очень-очень нехорошо, поэтому уж извиняйте, если я там как-то выгляжу не так сегодня. Я вчера был веселый, с улыбкой вроде бы, а сегодня у меня это немножко понизило настроение, вот. Зато прочистишься хорошо. Да, нет, это большие плюсы, это бесценно все. То есть как ты сейчас относишься вот к этим вот минусам, да? Поменялось вот отношение к Конечно, депрессивным состояниям? конечно, потому что, бывали такие минусы, действительно, прям сложные, которые приходилось себя переступать, перебарывать, там, очень много такого ненужного. Я бы это шлаком назвал, вот как он вычищается, потому что мыслительный процесс, он никогда не останавливается. Наконец-то я увидел, какой вообще сильный ум, какое сильное эго, как это все. То есть вот эти процессы, они психофизические и на метафизике они стали более понятными, более... Я же с этим живу, это внутри меня, ё-моё, да как так? Как это вообще? Как вообще все люди вот так живут и не замечают этого? И я понимаю, что я действительно не могу ни рукой, ни ногой пошевелить осознанно, потому что я всегда это делаю неосознанно. Я понимаю, что я неосознанно дышу, я неосознанно двигаюсь, я никогда не ощущаю одежды на своем теле. Сейчас я сейчас сижу с вами, разговариваю и чувствую, что я одет, в принципе, что я дышу, иногда возвращаюсь к этому дыханию. То есть, осознанность приходит. То есть, действительно, практика рабочая, я убеждаюсь в этом каждую минуту. Здорово. А скажи, а вот ты вот практику, ты с женой сейчас, правильно, тут, и не тяжело ли было вот проходить ретрит, когда рядом жена? Честно говоря, очень тяжело. Да. Ты предпочел бы без нее, то есть по отдельности, или наоборот? Как тут сказать, как бы без нее. Мы просто идем вместе по этому пути, поэтому без нее никак не получится, мы должны быть вместе. Но если бы я ее хотя бы не видел ежедневно,
за приемами пищи, например, там в другом конце, или когда делаем практики на улице, индивидуальные программы какие-то, мы пересекаемся, конечно, это мешает. Мешает быть одному, и вот это все, и ну, вот эти привязки внутренние, они же программы все существуют, и мы как бы как один клубок, как единое целое крутимся, и это все вот, ну, конечно, лучше, конечно, если бы мы не встречались, встретились бы через начало ретрита и конец ретрита, обнялись бы, и было бы проще, поделились бы своим опытом, там, переживаниями какие-то, там, поцеловались, поплакали. Ну, было бы, наверное, лучше, чем вот так, когда вот пересекаешь. Но это лучше было бы для ума, опять же. Ну, для внутренней работы это, конечно, колоссально вообще. Ну, то есть поднимались, правильно, программы какие-то как раз между вами тоже? которые Конечно, конечно, они до сих пор идут, потому что я тоже осознаю, что это тоже часть моего эго, это же присвоение личности, как, ну, или своего, там, ну, это все, ну, это классно. Пока, конечно, вот это все будоражит, оно не просто, оно прям, ну, мурашит, там, но это нужно. И как бы мои, конечно, рекомендации, то есть если есть пары такие, которые ищущие действительно к какому-то духовному росту хотят идти, то это надо делать. Надо, потому что внутренние переживания очень глубокие. Они затрагивают абсолютно все сферы твоей внутренней жизни. Потому что это не твой просто микрокосмос, это вообще вселенского масштаба какие-то инсайты, какие-то переживания внутренние. Еще ваши отношения изменились вот с тех пор, как вы вот познакомились со школой, да? Они изменились как-то, вы же вместе развивались? Ну, я скажу так, мы вот как познакомились со школой, буквально там неделька, другая, мы там, ну, точнее, мы когда углубились в школу, когда мы вот начали, вот у нас был, там, Наташа сходила на один интенсив, она мне там немножко уши прожужжала, я говорю, ну, у меня не выходит, она заболела, не смогла делать практику, ну, короче, отфилонила, в общем, до следующего интенсива, который проходил в Москве, и мы пошли уже вместе, и тут мы уже серьезно взялись. Признаюсь честно, я ее иногда в тяжелых рукавицах держал. Хотела она немножко отлынить там. Ну, в общем, все, мы делали все как надо. Вот, как говорили инструктора, как говорит школа, выполняя методику, и все указания, все четко. Вот. И с этого момента мы просто начали жить школой. Ну, реально жить. То есть просыпаться и засыпать школой. Ну, то есть утром, вечером у нас все вокруг этого крутится. И этот клубок, он начал набирать обороты, он начал больше. Я понимаю, что эта внутренняя энергия, даже семейная, она просто начала расти. Ну, начала расти, и все события начали разворачиваться вокруг этого. Это еще все до ретрита происходило. Сейчас у нас просто у нас у обоих были просто переживания вчера очень сильные, что у меня и у нее вечером. Вот. Поэтому у нас сегодня такой день, мы должны это пережить. То, что всплыло, вот, поэтому мы сейчас поменьше сегодня общаемся. Вот. Но отношения, они, мы просто начинаем понимать. Мы понимаем, что мы даже друг с другом общаемся в этих масках. Что мы друг с другом не бываем честны порой. Потому что мы сами с собой не умеем быть честными. Вот. И вот это как раз то, чему мы здесь учимся, быть честными с самим собой, позволяет нам отношения строить уже не такие, как нам социум прописал, там, или какие-то сложившиеся стереотипы, там, или вот эти программы внутренние, программы ума, которые мы с годами обрели и пришли друг к другу. А теперь мы видим более чистыми друг друга, более открытыми. Мы понимаем, с чем работать, мы понимаем, что это вот эти вот все минусы свои начинаем видеть. Просим прощения друг у друга, потому что мы действительно, что мы такими были, зачем, почему все так, почему это всплывает. Вот, поэтому это очень важно. Здорово. И что дальше? Вот что вы планируете дальше делать? Ну, мы как бы точно решили уже, что мы остаемся в школе. Вот. Наташа уже, она включилась в деятельность. Ну, я что-то тоже попозже подтянусь. Вот. Сейчас пока думаем, каким образом. Ну да, мы едем дальше на учебу в Минск. Вот. И мы с вами. Никуда не денемся. Да. А если тебе что-нибудь сказать вот зрителям, может порекомендовать или может поделиться чем-то важным? Да, я, как уже сказал, вот для того, чтобы познакомиться с самим собой настоящим,
Просто необходимо попробовать приехать на ретрит. Ну, конечно, это все начинается уже с практики каких-то там онлайн, например, онлайн-клуб очень многое вообще даст, потому что там тоже придется себя перешагнуть как-то, вот, поработать над собой. Но это все цветочки. Да, тоже уединение в команде почувствуется, такая она синергия уже, и энергия будет протекать между людьми, это будет даже чувствоваться. Это только даже на онлайн уровне. Вот. Но на ретрите это все в разы сильнее. И ну, это мощно. Это просто нужно. Нужно, я считаю, вообще каждому. Потому что и вот это вот познакомиться с самим собой, возможно, просто у каждого есть страх. Потому что внутренняя природа, она в любом случае будет проявляться по-разному, и не у всех случится сразу «Ура, я тут пробудился, все так классно, оказывается, все так просто». Не, это нифига не просто, это действительно большой внутренний труд. Вот, и надо набраться сил, но и иначе жить тоже нельзя, ждать, чего-то откладывать. Я считаю, что если этот внутренний запрос, внутренний отклик уже существует где-то, вы его несете с собой там сквозь время, то нужно просто брать и делать. Потому что лучшей работы с собой, я думаю, вообще нигде не найти. Спасибо большое.